Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что уже в это воскресенье, 17 января, пройдет мероприятие, в котором Димаш примет участие в качестве почетного гостя. Мы решили, что раз уж мы почти ничего не знаем о таких мероприятиях и о такой серьезной организации, как Sister Cities, то почему бы нам не сделать интервью с ними и не придумать вопросы, на которые было бы интересно получить ответ всем Dears. И, конечно, благодаря самому крутому инфоартисту на просторах интернета, нашему большому американскому другу Джей Кей, который блестяще провел это интервью, мы сможем познакомить вас подробнее с тем, что же это за организация Sister Cities, почему они выбрали именно Димаша в качестве выступающего на своем мероприятии. И, конечно же, друзья, мы познакомим вас с удивительным человеком. Его зовут Дин, и он работает в Sister Cities International. Передаю слово великолепному Джей Кей. Приятного просмотра, друзья! Итак, добро пожаловать, Дин Сьюзи Аубери. Я правильно сказал? Да, сэр, вы сказали все верно. Меня зовут Джей Кей. Я беру интервью сейчас для канала Алга Петербург, город Санкт-Петербург, Россия. И спасибо вам большое за то, что нашли время для этого интервью сегодня. Спасибо вам. Я очень ценю это. А также спасибо каналу Алга Петербург за эту идею. Итак, офис Sister City International находится недалеко от меня, примерно в 10 милях от моего дома. Я так понял, что вы сейчас не в офисе. Нет, но я в Вашингтоне, округ Колумбия, сейчас. Всего в нескольких милях от офиса. Это место также недалеко от Белого дома, также Капитолия и памятника Джорджу Вашингтону. Я думаю, что я начну с вопросов, которые меня попросили задать Алга Петербург. Или вы можете начать с приветствия и рассказать о себе, о том, что вы в составе комитета по планированию. Да, определенно так будет лучше. Я возглавляю отдел членства в Sister Cities International. Я работаю в этой организации уже пару лет. На самом деле, я начинал как стажер. Я как бы поднялся по карьерной лестнице. Так что я через многое здесь прошел. Через большое количество различных мероприятий. Но в те времена у нас были живые конференции с сотнями и сотнями людей. А теперь мы планируем виртуальные мероприятия, а также проводим виртуальные конференции и вебинары с людьми со всего мира. Я сам очень близок к миссии нашей компании в плане ее ориентирования на весь мир. Я вырос за границей. Я жил в таких странах, как Индонезия, Босния и Герцеговина, Болгария, Вьетнам, Камбоджа. Это было до того, как я вернулся сюда, чтобы учиться в университете. Это было своего рода службой или это была идея ваших родителей? Да, мой отец работал в организации по оказанию помощи в развитии. Получается, что в вашей крови помогать миру. Именно так. Это в моей крови. Эта деятельность всегда окружала меня в своей работе. Я также развивал и навыки дипломатии, потому что даже когда я был в школе, я общался с людьми со всего мира. Я как будто бы был гостем в других культурах. Я познавал, как лучше всего уважать это, и как мне поделиться своей собственной культурой, и как это сделать уважительно, так, чтобы люди могли понять и погрузиться в эту тему. Это интересно, потому что я вырос в округе Колумбия, а в округе Колумбия присутствует культура со всего мира. Я также играю в футбол. И я всегда показываю, когда у меня есть возможность, что Казахстан находится здесь. А это путь до Соединенных Штатов. Вы в разных странах мира жили, а я живу в том месте, куда приезжали люди со всего мира. И мне удосужилось общаться с людьми из всех культур, пока я жил в округе Колумбия. Да, я думаю, что это один из главных плюсов того места, где мы с вами живем. Замечательно, что офис организации Sister Cities International находится именно здесь. Здесь самый центр всей дипломатии, как официальной, так и неофициальной. Так что это здорово быть здесь, и здорово являться частью этого глобального симбиоза культур. Почему бы вам не обратиться к Дирс, которые обеспокоены текущей ситуацией в Америке? Ведь фундаментальные функции Sister Cities, которых придерживается компания, выше политики. Потому что люди обеспокоены тем, что Димаш будет здесь выступать. Да, конечно. Здесь я для всех Дирс расскажу немного об истории Sister Cities International.
А затем я немного расскажу о том, чего мы добились в последние годы. Итак, это была не политическая, не коммерческая организация 501 которая была основана в 1956 году президентом Эйзенхауэром. Это произошло в Белом доме на конференции по гражданской дипломатии. И идея создания Sisters Cities International, межгородской дипломатии и публичных отношений, на самом деле возникла из контекста двух мировых войн – Холокоста и Холодной войны, а также из-за всех чрезвычайных событий и катастроф, которые, как вы знаете, привели к гуманитарным кризисам по всему миру и вызвали миграцию сотен тысяч людей. И именно поэтому идея дипломатии между людьми как пути к миру во всем мире впервые стала мейнстримом. А, Наверное, один из лозунгов является чем-то вроде этого. Мысли глобально, действуя локально. Да, что-то в этом роде. Именно так. И президент Эйзенхауэр был своего рода провидцем, оракулом, потому что он видел наперед роль того, как города будут влиять на политику, и как города станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Например, в дипломатии и в международных отношениях, а также в решениях локальных задач. Я думаю, что мы продолжаем эту традицию и сегодня. Мы предоставляем поддержку и сопровождение для всех наших членов, но мы также даем им возможность использовать свои собственные программы и учитывать свой опыт, чтобы наилучшим образом решать их локальные задачи, и при этом не терять фокус на мировые проблемы. Получается, что вы не связаны с политикой, вы помогаете местным обществам, и вам нужно ориентироваться в политическом мире. Именно так. Очевидно, что мы взаимодействуем как с городскими, так и с международными властями. Но наша главная цель – это способствовать распространению мира посредством взаимного уважения, взаимопонимания и сотрудничества человека и общества одновременно. Наше внимание действительно сосредоточено на отношениях между людьми, городами и их жителями. И вы знаете, я слишком часто думаю, что нас окружает ненависть и разногласия в общении. И мы забываем про дар человечности, который есть у всех людей. И мы перестаем замечать те наши сходства или различия, которые мы можем очень ценить. И я думаю, что цель Sister Cities International – это подчеркнуть этот общий дар человечества, а также показать людям то, что наши различия необходимо ценить. Потому что эти различия и являются особенностями нашей культуры. Да, и для того, чтобы все было наглядно, у меня есть вот этот глобус, на котором видны границы государств. А Димаш хорошо известен тем, что любит свою страну и патриотично относится к своей стране. Но у этого глобуса нет границ. Это снимок из НАСА, из космоса. И тут изображен мир, в котором мы все являемся частью одной человеческой расы. Да, точно. И вы знаете, даже несмотря на то, что политический климат сейчас бурный, я думаю, что мы действительно способны сосредоточиться на нашем сходстве и ценить наши отличия. Я думаю, таким образом мы сможем уйти от этого. Если мы будем стремиться к более глобальной цели, а именно к миру, то я думаю, что это поможет нам двигаться вперед и отчасти осознать, что, возможно, наши политические разногласия в свете этой общей цели не так уж и велики. А Димаш идеально подходит для такого послания человечеству. Как я понял, раньше вы мало что о нем знали, правильно? Почему бы вам не рассказать о нем немного? И о том, как вы узнали о Димаше? И вообще, интересно узнать, как вы его выбрали? Это, кстати, был вопрос по списку. Да, да. У компании Sister Cities International в последние годы взаимоотношения с Казахстаном и с другими странами Центральной Азии становятся все более тесными. Мы наблюдаем рост взаимодействия как на национальном уровне между городами-побратимами и этими странами, так и желание между гражданами обеих этих регионов объединиться и наладить отношения. Чтобы вы знали, у нас уже давно сложились отношения с Казахстаном. И помимо этого, мы также хотели бы охватить и глобальную аудиторию. Мы хотели бы, чтобы здесь был кто-то, кто как бы воплощал все наши ценности, воплощал принципы гражданской дипломатии и был послом искусства и культуры, и чтобы он был послом образования молодежи, и чтобы он был послом, как вы сказали, тех вещей, которые выше политики, и чтобы вся эта деятельность подчеркивала сходство людей, минуя границы.
И сейчас вы, наверное, уже поняли, что Димаш именно такой человек. Определенно, да. Димаш идеально воплощает ценности человеческой дипломатии, трудовой этики и преданности своему делу. Его поступки достойны восхищения, и у него есть способность общаться с людьми по всему миру, не только в Казахстане или в России, но и в Соединенных Штатах, Бразилии, в Италии, да во всем мире. И в некотором смысле это похоже именно на то, что мы пытаемся сделать. Да, это так. Я сначала подумал о том, почему мы хотим заботиться о Димаше, о Диерс. А затем, когда я взглянул на Sister City International, я подумал, что если и есть какая-нибудь организация, подходящая для выступления Димаша, то это именно она. Так что я даже был впечатлен тем, что вы работаете на местном уровне. Вы не выбираете чью-то сторону, вы помогаете решать местные проблемы. Поэтому, когда в одном городе происходит бедствие, City City International отправляет средства, отправляет ресурсы. Это просто потрясающе. Да, особенно во время COVID мы увидели несколько потрясающих историй о стабильном предоставлении помощи между городами-побратимами по всему миру. Вы знаете, когда вспышка впервые началась в Китае, подавляющая поддержка со стороны наших городов-побратимов в США была сосредоточена на отправке гуманитарной помощи. А затем, как вы знаете, то же самое произошло, когда пандемия достигла и наших берегов. И мы наблюдали эти вдохновляющие истории не только о материальной поддержке системы здравоохранения, но также мы просто делились этими историями. Мы были рады общаться через Zoom и говорить о том, чего мы бы достигли, а также делиться различными историями успеха. И вы знаете, были случаи, когда мы боролись и не знали, как мы можем с этим справиться. И нас действительно очень вдохновило это общение. Ваша структура уже действовала там. А ведь потоки ложной информации тоже можно назвать эпидемией, потому что очень сложно найти достоверную информацию о случившемся. Это было какое-то безумие повсюду. Мы молились, чтобы эпидемия исчезла, чтобы все разрешилось. Просто невероятное время. Итак, вы уже ответили, да, на один вопрос. Теперь расскажите нам о самом мероприятии. Кто будет его проводить и где это будет транслироваться? В общем, мероприятие состоится в воскресенье, 17 января, по восточному времени. А это уже через пару дней. Мы ожидаем, что это будет 19:00 по восточному времени. По времени это будет примерно 1,5 часа. И в программе будет представлено несколько разных амбассадоров. Бывшие губернаторы США, правительственные чиновники, сенаторы, представители мэров со всей страны. Они будут выступать со словами поддержки для президентства США и традиций демократии. Но также они будут особенно подчеркивать важность дипломатии. Наша тема в этом году – «Все дороги ведут к дипломатии». Поэтому мы действительно подчеркиваем необходимость объединяться, работать вместе, и особенно подчеркивается важность роли гражданина, которыми являемся вы, я, Диерс и остальные наши сограждане в обеспечении мира во всем мире. У нас также будет выступление Дайаны Уорвик, поскольку мы планируем вручить ей награду за ее преданность в области гражданской дипломатии, а также вручить награду губернатору народа Чикассо Билл Анатюби за отличие в продвижении ценностей гражданской дипломатии и мира между сообществами. О, а не могли бы вы рассказать немного о народе Чикассо? Это коренной американский народ, общество, и у них даже есть губернатор. Да, он просто лучший парень. Будучи руководителем народа Чикассо, которым он являлся, я думаю, с конца 1980-х годов, он действительно помог укрепить эту племенную нацию, а также способствовать обмену культуры и наследием для некоторых из наших некоренных народов. И я думаю, что это действительно важно, потому что это часть истории США, которая, я думаю,
иногда недостаточно учат и которые не всегда признают. Я думаю, что его работа действительно помогла больше интегрировать это в национальное сознание. Я правильно написал название? Да, сэр. Хорошо. Так что люди могут теперь посмотреть в интернете, что это группа коренных жителей, которые были здесь долгое время. Я хочу делать заметки, и я хочу, чтобы люди видели, что я использую вот эту ручку, потому что Димаш не с этой планеты. Но мы рады видеть его здесь, на Земле. Побывав на вашем веб-сайте, я не нашел информацию о предыдущих мероприятиях. Можете ли вы рассказать о некоторых известных исполнителях или певцах, которые выступали раньше? Или, может быть, были какие-то удивительные случаи на ваших мероприятиях? Да, да, я думаю, что Димаш самый большой артист из всех, кто у нас когда-либо выступал. И есть много причин того, почему мы так восхищены, что он будет участвовать. Ну, например, в 2017 году мы отметили инаугурацию президента Трампа и первой леди Мелани Трамп. И важно то, что это было реальное живое мероприятие. Это было торжественное мероприятие, типа «Черный галстук». Организация американских государств в Вашингтоне, округ Колумбия. Это организация регионального сотрудничества. Да, я хорошо знаю эту организацию. Итак, мы организовали это мероприятие и представили несколько сербских исполнителей и предметы сербской культуры, чтобы отпраздновать наследие первой леди Мелании. Правильно. Первая леди Мелания, она из Сербии? Или она имеет корни именно из Сербии? Да, точно. Поэтому мы пригласили артистов из Сербии. И я скажу, что, вероятно, там было чуть менее 200 человек, а количество участников на мероприятии в этом году ожидается около 5000 человек. Хотя вы знаете, живое мероприятие – это, конечно, здорово, это фантастика, что вы можете общаться с людьми, узнавать друг друга на персональном уровне. Но я думаю, что даже просто позволяя людям отвлечься, позволяя людям слышать эти позитивные послания дипломатии, мира и совместной работы, и услышать чудесный голос Димаша, его прекрасную музыку, его талант, я думаю, что все это будет здорово. Потому что мы сможем привлечь к этому так много людей. Когда вы сказали 5000 участников, то вы имеете в виду, что 5000 зрителей будет смотреть шоу в прямом эфире? Да, у нас на данный момент более 5000 зарегистрировавшихся на мероприятие. Держу пари, что будет еще больше. Я на это надеюсь. Это интервью на канале Алга Петербург, и поэтому его будет смотреть международная аудитория. Поэтому знайте, что мы хотим помочь. Мы хотим, чтобы больше людей увидели Димаша. А что касается того, как вы выбрали Димаша для участия, пожалуйста, расскажите нам, кто на самом деле уже знал о Димаше? Или, может, кто-то о нем спрашивал? Вы знаете, мы связались с его агентством талантов из Нью-Йорка. Я думаю, это агентство, которое помогает Димашу на музыкальном рынке США. И мы просто как бы попробовали связаться, и у нас это получилось. И мы так рады, что теперь он может присоединиться к нам. Насколько давно вы узнали, что Димаш будет выступать на вашем мероприятии? О, мне кажется, что мы узнали об этом до середины декабря, а может даже и в конце ноября. Но определенно это было не ранее осени. Замечательно. Так, что у нас дальше? Ах да, вопрос о сборе средств. Трансляция действительно будет бесплатной, и вы показываете ее на весь мир. Наверное, кто-то вам помогает в сборе средств? Да, у нас есть несколько корпоративных спонсоров для этого мероприятия. Но это мероприятие действительно бесплатно для зрителей. Билеты бесплатные. Поэтому, если вы хотите узнать об этом поподробнее, то вам следует посетить страницу www.sistercities.org, где на главной странице есть большой пост об этом мероприятии. Если вы нажмете на него, то сможете узнать больше информации. А также, кстати, там есть ссылка на регистрацию. Так что вы можете там получить свои билеты, которые совершенно бесплатные. Конечно, мы бы не отказались от пожертвований, но вы знаете, наша цель – просто содействовать обмену посланий мирной дипломатии. И Димаш нам в этом очень сильно помогает. Похоже, что-то случилось со звуком. Может быть, это у меня?
Я не уверен. Посмотрите, правильно ли я написал адрес сайта. Да-да, все верно. Похоже, нам придется завершить интервью. Да, спасибо большое, Дин. Спасибо. Да-да, вам тоже большое спасибо. И спасибо большое всем. И большое спасибо Димашу. Мы счастливы, что он будет участвовать у нас.